Посмотрите внимательно. Видите эту раскрытую бульбочку? Это наш главный маячок. Я всегда рекомендую оставлять пару таких сигнальных стрелок на грядке. Как только чехольчик лопнул и бульбочка раскрылась, все, чеснок готов. Это просто гениальный 100% точный сигнал от самой природы. И есть еще один верный признак. Опустите взгляд на нижние листья. И если они полностью пожелтели и подсохли, тянуть больше нельзя. Пора копать. Если опоздаете, головка прямо в земле начнет распадаться на отдельные зубчики, а нам этого совсем не нужно. Работать лопатой или вилами нужно очень бережно. Запомните главное правило. Никогда не дергайте чеснок за стебель, берегите саму головку и донцы с корнями. Любая, даже самая мелкая царапина сейчас – это почти гарантированная гниль зимой. Тут есть 3 золотых правила. Первое. Мы категорически ничего не обрезаем. Корни и стебли пока остаются на месте. Второе. Аккуратно, ручками, счищаем лишнюю землю. И третье. Если почва влажная и сильно налипла, просто оставьте чеснок в тени на пару часов. Земля подсохнет и осыплется сама, без лишних усилий. Переносим наш драгоценный урожай под навес в проветриваемый сарай или гараж. Нам нужна сухость и хороший сквознячок. Как его правильно разложить? Идеально в шахматном порядке, в один слой. Смотрите, первый ряд кладем ровненько, а второй чуть выше, укладывая головки между стеблями первого ряда. Важно, чтобы головки вообще не касались друг друга. Так чеснок сохнет в разы быстрее, да и место занимает куда меньше. Поверхность, на которой лежит чеснок, это критически важно. Отлично подойдут деревянные настилы, картон, спанбонд или агроткань. Но услышьте меня, никогда не кладите урожай на голый бетон и забудьте про полиэтиленовую пленку. Чесноку нужно дышать, иначе он просто и испортится. Прошло 3-4 дня. Наш чесночок слегка подсох, и теперь мы готовим его к длительному хранению. Легонько счищаем остатки подсохшей земли. Теперь собираем чеснок в небольшие пучки штучек по 10 и завязываем узелком примерно на трети высоты стебля. Еще раз хочу подчеркнуть, стебли мы по-прежнему не обрезаем. Все питательные вещества из них прямо сейчас медленно перетекают в головку. Запоминаем. Идеальное место – это там, где темно, сухо и есть хорошая вентиляция. Чего чеснок абсолютно не терпит, так это сильной жары. Знаете, эти металлические гаражи, которые раскаляются на летнем солнце? Это худший вариант. Там чеснок пересохнет до состояния сухаря и не доживет даже до зимы. Оставьте эти пучки спокойно висеть до самого конца августа. Пусть висят. За это время стебель высохнет окончательно, а сами головки покроются надежной плотной чешуей. Вот тогда они будут полностью готовы к зимовке. Помните те самые сигнальные бульбочки, по которым мы определяли сроки? Пожалуйста, не выбрасывайте их. Высушите их точно так же, вместе со стеблем. Это просто ценнейший посадочный материал, и он нам еще очень даже пригодится. Обязательно подпишитесь на канал, потому что в следующем видео я подробно расскажу, что делать с этими самыми бульбочками. Загляните в описание и в закрепленный комментарий, там есть ссылки на другие полезные видео. А теперь давайте пообщаемся. Напишите прямо сейчас, вы уже выкопали чеснок? И из какого вы региона? Задавайте свои вопросы, делитесь опытом, я внимательно читаю каждый ваш комментарий и всем отвечаю. Отличного вам урожая и до скорой встречи!